Рассмотрим пример создания шаблона на SNMP для системы мониторинга Zabbix. SNMP это у нас простой протокол сетевого управления. Изначально была версия первая реализации протокола, сейчас уже чаще применяется версия вторая, либо версия третья. Отличие версии второй от первой то, что во второй версии более улучшена безопасность данного протокола. В версии 3 есть авторизация по логину-паролю. Через данный протокол можно не только читать данные, но также их редактировать и управлять какими-либо настройками, если это доступно для данного протокола на данном устройстве. Для подключения по умолчанию используется чаще всего порт 161, а также комьюнити у нас указывается public либо private. Для активации SNMP нужно зайти на данное устройство. Например, это у нас согласователь кондиционеров. Далее нам нужно выбрать SNMP настройки. Здесь нужно активировать SNMP, поставив галочку. В IP-адресе указываем IP-адрес Zabbix сервера. SNMP Community оставляем по умолчанию, либо меняем на свой. Порт же здесь не меняется, он остается 161. После включения данного протокола на хосте нужно создать узел. Создаем узел нашего согласователя кондиционеров, указываем его IP-адрес и вводим его порт. То есть нас интересует SNMP, порт по умолчанию 161. Макрос у нас можно указать как в самом узле, так можно указать и макрос унаследованный из глобальных. То есть здесь у нас в комьюнити указан публичный. Далее для данного устройства нам нужно создать шаблон. Рассмотрим создание шаблона для NAS хранилища D-Link DNS340L, так как я нигде не мог найти данного шаблона. И также я создавал шаблон для согласователя работы кондиционеров. Для создания шаблона нам необходимо перейти на сайт производителя и найти там файл с расширением MIP для данного устройства, либо общий файл для данных устройств. Например, на FTP D-Link у нас располагается архив с MIP файлом. Также для согласователя кондиционера на официальном сайте у нас располагается данный файл. Согласователь у нас использует первый протокол старой версии, NAS использует уже протокол второй версии. MIP файл это базы управляющей информации. В MIP у нас содержатся OID. OID состоит из двух частей, как текстового имени и так и адреса в цифровом виде. Далее нам понадобится утилита для открытия данного файла. Я пользуюсь на Windows MIP браузером 10 версии. Скачиваем данную утилиту и производим ее установку. Или же устанавливаем любую другую утилиту, которая умеет работать с SNMP и MIP файлами. После установки на рабочем столе появится ярлык MIP браузер. Запускаем данный браузер. По умолчанию здесь у нас откроется общая библиотека, которая по большей части подходит для всех устройств. Здесь у нас есть информация о системе, информация об интерфейсе, то есть порту, к которому подключен патчкорд, AT, IP и так далее. Данная библиотека у нас заканчивается файлом host. Название данного MIPS у нас содержится в самом верху. Также в самой программе есть еще дополнительные MIP файлы. При желании можно выбрать, открыть и посмотреть, что поддерживается или не поддерживается. Нас же интересует наш файл для NAS хранилища. Выбираем наш MIP файл, открываем. Появляется он ниже. Здесь у нас есть раздел NAS агент. Далее идут команды, которые нам отдают информацию. Например, температура, состояние вентилятора статус, имя хоста, версия софта, версия агента. Также у нас есть ключи, которые у нас запрашивают количество дисков, имя дисков, память, свободное место. Далее указываем здесь наш IP-адрес. Advanced выбираем протокол версии 2. Указываем порт, в данном случае по умолчанию 161. Выбираем, например, первый DNS-агент. Здесь можно выбрать запросить конкретно только его. То есть отдался версия агента, версия софта. Нажимаем Go для запроса. Hostname. Вышло значение NAS сервер. FTP отключено. Рабочая группа Workgroup. Далее, например, можно сделать, чтобы он листал автоматически. Выставить Get Next. Нажимаем. Он нам отдает температуру NAS сервера. Далее отдает то, что кулер запущен. Fan статус. Дальше у нас пошли ключи. Здесь он перебирает данную табличку.
Диск num это он перебрал количество дисков, то есть там установлено у нас 4 диска. Дальше он перебирает производителя диска, то есть это Western Digital. Дальше пошла модель диска. Здесь есть кнопочка «Очистить все». Также можно запросить по имени, либо по OID. Вверху у нас прописан OID. В некоторых случаях в конце дописываться 0 для его работоспособности. То есть можно взять любой OID откуда-то, подставить его сюда и выполнить данный запрос для данного IP и данной версии протокола. Ниже у нас есть описание, что это за элемент, какие данные он получает. Также мы можем выполнить запросы из стандартной библиотеки, например, по системе. Делаем запрос, он нам отдает то, что он работает на операционной системе Linux. Сколько он времени работает с момента включения. Системный контакт. Адрес D-Link, системное имя. По геолокации у него ничего не указано. И так далее. То есть стандартная библиотека у него также работает. Далее переходим в Zabbix. Во вкладку «Настройка», «Шаблоны». Нажимаем «Создать шаблон». При создании шаблона вводим имя шаблона, в группы, в которые он будет относиться. Ниже я написал, какая библиотека будет использоваться для данного шаблона, для чего данный шаблон и откуда скачана данная библиотека. При соединенных шаблонов здесь я добавил стандартный шаблон по пингу. Теги здесь я ничего не добавлял. Макросы у нас здесь унаследованные. Далее создаем группы элементы данных. Здесь я создал группу только NAS. Так как здесь у нас папка только есть NAS агент. Далее идут у нас элементы. Ниже у нас есть еще пару элементов, но они не работают. Поэтому группа NAS будет всего одна. Если это было бы как здесь, например, была бы группа система, интерфейсы, IP, AT и так далее. Но так как здесь у нас только один NAS-агент, значит группа будет одна NAS-агент. Все элементы будут включены в данную группу. Далее по шаблону переходим к элементам данных. Здесь нажимаем «Создать элемент данных». Далее здесь мы в элементах создаем следующие элементы, которые у нас не относятся к табличным, так как здесь у нас будет это автообнаружение. Здесь на один элемент может быть несколько элементов, то есть, допустим, name, имя, здесь будет 4 диска, 4 имени. Память, также здесь будет 4 диска, 4 памяти. Соответственно, здесь элементы будут сами создаваться, будет один прототип и будет несколько элементов. Изначально мы создаем простые элементы, которые у нас не входят в табличку. То есть, например, версия агента. Здесь мы пишем информация о версии агента. Выбираем тип, у нас SNMP версии 2. Ключ мы берем из name, из поля name. Далее указываем SNP OID. OID здесь указан без нуля, но в запросе он с нулем, указываем с нулем, иначе может не работать. Далее SNMP Community указываем макрос. Либо если у вас здесь какой-то индивидуальный, указываем свой. Порт у нас указан в самом начале в узле, 161. Здесь мы указывать ничего не будем. Тип информации возвращается текст, так как мы проверили то, что это текст. Если вы не знаете, какой тип информации у вас, оставьте поле текста. После того, как посмотрите в последних данных, какой тип пришел, после уже можно поменять на числовой, либо любой другой. Если же сразу выставить числовой формат, но у вас будет прилетать по факту текста, данный элемент станет в ошибку. Интервал обновления ставим нужный вам интервал обновления, через сколько часов запрашивать данный элемент. Период хранения истории. Группу мы создали NAS-агент, данный элемент заносим в нее. Описание данного элемента. Описание элементов я брал из данной таблички. Внизу, где description. Здесь я переводил на русский и делал описание в шаблон. Далее выбираем следующий элемент, например, температура. Здесь можно нажать внизу кнопку «Клонировать старый элемент», чтобы не вводить часть лишней информации еще раз, после чего нажать кнопку «Добавить». Главное не перепутать с кнопкой «Обновить», иначе старый элемент удалится, новый создастся. По температуре указываем все аналогичным способом. Имя, версия агента, ключ, OID и так далее. Единицу измерения мы поставили градусы Цельсия, интервал обновления 1 минута. Здесь мы поставили числовое целое положительное, но вначале мы сделали предобработку, так как данный элемент возвращает следующее значение.
То есть здесь есть сразу и Цельсии, градусы, и Фаренгейты. Нам же нужно всего лишь одно значение, это градусы Цельсия. Поэтому здесь мы делаем предобработку. Делаем регулярное выражение, оставляя только градусы Цельсия. Дальше мы обрезаем градус Цельсия. То есть тест. Вводим наше значение. Нажимаем тест. Через регулярку у нас остается только Цельсия градус. Фаренгейты у нас уже здесь не выходят. Также можно проверить сразу оба элемента. Первая регулярка у нас оставляет Цельсия градусы. Вторая у нас делает обрезку до двоеточия, оставляя значение 37. После чего данное значение уже становится числовым. После чего на данную температуру мы вешаем триггер. Создаем триггер, указываем элемент. Мы же сделали минимальное значение за 4 минуты. То есть, если температура поднялась всего на 1-2 минуты, данный триггер не отработает. Если же температура выше 40, более 4 минут, данный триггер сработает. Данная температура относится к корпусу и плате, потому мы здесь значение сделали 40 градусов Цельсия. Также здесь мы сделали температуру системы с этого же элемента. Ну и дальше элементы создаются все по аналогии. В инструкции я делал описание на данную утилиту Mi Browser, где что располагается, как что выбрать. Также здесь показано, как создать простой элемент, откуда что взять, куда что переносится. Переходим к более сложному, правилам обнаружения. Здесь нажимаем кнопку «Создать правила обнаружения». Правил обнаружения у нас будет 3, так как здесь у нас имеется 3 таблички. На каждую табличку мы делаем правило обнаружения. В правиле обнаружения указываем имя. Имя выводим в соответствии с табличкой, то есть какие данные мы получаем из данной таблички. Можно взять описание из всех разделов, посмотреть, о чем они, и привести имя к правилу автообнаружения. Например, здесь идет речь о физических дисках, которые подключены к нас серверу. Тип информации — это SNP версии 2 агент. Далее указывается ключ. Ключ берется из самого ключа. Почему именно этот элемент, а не вот этот или этот. Здесь оиды идут по возрастанию, то есть здесь заканчивается цифрой 10, здесь 10.1, здесь уже 10.1.1. Если мы возьмем ключ оид, который заканчивался на 10, то здесь у нас в дальнейшем добавится еще 3 числа и создастся слишком много элементов. Если мы возьмем этот элемент, здесь у нас создастся еще 2 цифры. И у нас также создастся много элементов, которые нам не нужны. Соответственно, берем данный ключ. Здесь у нас добавится всего лишь одно значение, которое как раз таки создаст для каждого прототипа элементов нужное количество прототипов. Если у нас здесь не нарисован ключ, берем любое значение ниже руки и добавляем его в обнаружение. Поэтому здесь ключ у нас как раз таки и указан из самого ключа. Далее у нас идет SNP OID, здесь идет поиск Discovery. Далее идет macros, то есть переменная. Переменная у нас относится к данному OID. После того, как данный OID будет проверен, здесь будет присвоено несколько значений. Данные значения попадут в данный максор. Например, здесь будет 1.1.1, 1.1.2 и так до 4, так как здесь у нас установлено 4 жестких диска. Далее данный максор у нас пойдет в прототипы элементов данных. Там будет выполняться подстановка как раз таки для OID или для ключа. Вторую переменную maxor можно не указывать, то есть здесь просто закрыть скобку. Здесь мы указали еще один объект правила обнаружения, это disk name, имя диска. Имя диска у нас будет браться из другой таблички по данному OID. Данный maxor у нас будет подставляться в прототип элемента в имя, то есть будет выходить отображаться имя диска. Также можно здесь добавить через запятую следующие элементы, которые нам нужно отображать в имени прототипов элементов. Либо же, если нам не нужно в имя ничего отображать, можно оставить всего лишь один параметр. Здесь убрать запятую и закрыть скобку. Интервал обновления здесь стоит 1 час 3600 секунд.
Порт у нас указан в узле, здесь мы порт не указываем. Здесь у нас также указан макрос. Предобработки данного элемента нет, LD нет, фильтров нет. Период хранения потерянных данных 30 дней. В описании у нас здесь добавлены все 3 элемента, то есть сама табличка описания, еще одно описание и сам ключ. Переходим к прототипам элемента. Нажимаем здесь кнопку «Создать прототип элемента данных». Здесь у нас заполняется все по аналогии. Поле имя вводим раздел. Например, данный раздел у нас имеет OID 1.6. Здесь также 1.6. Точка. И здесь как раз таки у нас указан макрос, который у нас присваивает значение от 1 до 4. Здесь ключ также у нас присваивает значение от 1 до 4, так как всего 4 значения, там 4 диска. Здесь у нас подставляется имя диска. Здесь мы знаем то, что у нас тип информации идет числовой. Единица измерения это гигабайт. Интервал обновления 12 часов. Также здесь у нас стоит предобработка, так как у нас значение идет текстовым параметром. Мы его обрезаем. И после чего получаем число значения. Изначально это текстовое поле. Группа элементов выбираем NAS агент. Описание, емкость диска. В дальнейшем получаем следующий элемент. Здесь у нас подставляется то, что это диск 2. Далее имя диска и то, что мы указали в прототипе элемента. Здесь диск 3, диск 1, диск 4. Все 4 диска у нас установлены одинаковой фирмы. Тут же создаем прототипы триггеров и прототипы графиков. Также добавляем все элементы данных, нужные нам. Здесь добавлены все 6 элементов, в том числе и сам ключ. Но если нам не нужны какие-то элементы, а нужны только определенные, добавляем только определенные элементы. Также есть картинка, как создать список обнаружений, откуда что заполняется. Далее уже как создать прототип элемента данных, откуда мы берем значения. Также у нас могут попасться элементы, которые отправляют данные в числовом значении, но они у нас переводятся в текстовые. Например, данный элемент у нас содержит перевод значения. Здесь их 241. Здесь мы делаем преобразовать значения. Создаем преобразование значений, администрирование общее, преобразовать значение. И задаем соответствие для каждой цифры свое значение. После чего в данном элементе выбираем «Отображать как» наше созданное преобразование. Получение данных будет числовой. Также можно создать и в обратную сторону, из текста в числовое значение. Также создание может быть не обязательно по OID, оно также может быть создано по имени. Еще раз, в списках обнаружения мы находим данный максор, либо данные максоры, данные переменные, а прототипы элементов мы их уже подставляем. То есть идет подстановка. Нахождение в списках обнаружений, подстановка прототипа элементов данных. Здесь данные уже не находятся, а подставляются. Запросим данную табличку. Получаем 4 значения от 1 до 4. Здесь запрос происходит не по OID, а по имени. К диску num у нас подставилось значение от 1 до 4. Далее у нас идет определение дисков, потом идет модель дисков. Здесь у нас идет все по 4 значения. В узле у нас также подставляется значение от 1 до 4. Также может происходить запрос по имени, либо же по OID. Здесь у нас также подставляется значение. После создания шаблона цепляем его к узлу. Дальше, чтобы долго не ждать, в правилах обнаружения можно выставить галочки и нажать «Проверить сейчас». После перейти в найденные и созданные элементы данных, ставим здесь галочки. Также можно сделать запрос «Проверить сейчас», после чего идем в последние данные и смотрим, идут ли у нас данные или не идут. Данные идут, все хорошо. Если данные не идут, нужно разбираться, почему данные не идут. SNMP также можно проверить через SSH, установив на операционную систему утилиту. Для Debian установка выглядит следующим образом.
Для идентификации аидов нужно установить библиотеки, после чего их желательно обновить. В конфигурации я включил все библиотеки. Конфигурация у меня получилась следующего вида. Здесь строку MIPS я закомментировал. MIPS all, здесь я ее дописал. То есть использовать все библиотеки. Данный параметр не рекомендуется использовать, так как может быть конфликты аидов с самими именами MIPS, так как на разных версиях прошивки они могут отличаться. Можно конкретно добавить какие-то определенные MIP файлы, прописав в данном файле имена этих MIP, либо же сделать свой личный для личного пользователя Linux в домашнем каталоге. Рассмотрим примеры использования. Запустим команду с аидом. Получаем 6 портов. Запустим эту же команду, но уже с именем. Получаем аналогичный ответ. If.mip это у нас стандартный файл. Данный файл у нас находится в данной директории. Также здесь у нас имеются другие стандартные MIP файлы. Можно также запросить без имени библиотеки, просто указав имя запроса, либо можно указать здесь вместо имени запроса OID. Также некоторые опции мы можем менять местами, поставить ее либо в начало, либо в конец данной команды. Описание опций приводится ниже. Как можно запрашивать через данную утилиту. Например, запросим через OID. Указываем OID, делаем запрос. У нас вернулась версия агента. Запросим по имени. У нас также вернулось значение. Запросим несколько значений. Делаем запрос. Сделаем запрос через имя. Сделаем запрос с указанием MIB. Если мы закомментируем данные библиотеки, которые нами созданы, поставим здесь решетку «Комментировать» и сделаем запрос по имени, то система нам выдаст то, что она не знает данного имени и не знает данного запроса, так как она не видит нашего MIP файла. Сделаем запрос по аиду. Система нам нашла значение, но вместо имени у нас здесь вышла куча цифр. Раскомментируем данное значение. Сохраним. Выполним запрос повторно. Здесь у нас уже вернулось имя. Также у нас работает запрос по имени. Данная библиотека у нас загружена в данную директорию. Еще есть интересная настройка. Переходим на вкладку «Настройка», «Обнаружение». Здесь мы создаем правила обнаружения. Например, это у нас будет SNMP агент версии 2. Например, диапазон IP-адресов у нас будет это начиная с 501 сети по 528 сеть, начиная с 1 по 255 IP-шник. И также будет отдельная сеть, это 90, тоже с 1 по 255 IP-шник. Интервал обновления 12 часов можно задать чаще либо реже. Проверки здесь у нас будет указан SNMP версии 2. Также здесь можно указать HTTP, HTTPS, FTP. Здесь мы указываем глобальный макрос. Здесь мы берем OID запрос. Я взял следующий запрос. Можно взять первый. Я же взял системное имя. Дальше нажимаем здесь кнопку «Добавить». В моем же случае это «Обновить». Здесь указываем диапазон портов. Здесь 161 стандартный. Также есть еще 166 порт. Можно указать по его. Дальше нажимаем кнопку «Обновить». Здесь критерий уникальности IP-адрес, имя узла, DNS-имя, видимо имя узла. Можно данные параметры поменять, я оставляю их же по умолчанию. Также можно создать правила обнаружения Zabbix агентов. Здесь указываются типы операционной системы. Это Linux, Windows. Также получение имени автоматически. Тип проверки, то есть Zabbix агент. Диапазон портов 10050, стандартный порт пассивного Zabbix агента. Далее критерий уникальности IP-адрес, имя узла сети DNS, видимое имя узла сети. Это для поиска операционных систем Linux и Windows с Zabbix агентом. Далее проверяем, нашлись ли у нас какие-то обнаруженные узлы или нет. Переходим в мониторинг, вкладка обнаружения. Здесь выбираем наши правила, которые мы создали для обнаружения. Нажимаем «Применить» и смотрим. Здесь у нас прописывается, когда найден данный узел, сколько он уже по времени доступен, недоступен. Потом, сколько он нашел устройств, например, SNMP версии 2.
Далее, например, мы создали еще SNP версию первую. Узлы, которые не видно, они выделяются красным цветом. То, что их уже нет, они не находятся. После того, как мы убедились, что наше обнаружение работает, что он узлы находит, переходим в настройка, действия. В действиях выбираем источник событий обнаружение. Нажимаем создать действие. Здесь можно создать действие. То, что у нас правило Local Network, это мы ищем по Zabbix агенту. Полученное значение что это операционная система Linux. Состояние обнаружений доступен, что данный узел доступен. Тип сервиса получено через Zabbix агент. Мы его автоматически определяем в группу Linux сервера и Linux системы и автоматически сразу же подключаем к нему шаблон для Linux систем. С Windows же дела точно так же. Добавляем в группу его Windows и присоединяем стандартный шаблон для Windows систем. Далее узлы, которые не обнаруживаются. Здесь у нас стоит критерий, сколько по времени он недоступен. Тип сервиса, состояние недоступен. Действие стоит удалить данный узел. Здесь у меня по Windows немножко не получилось разделить их на файловые сервера и другие операционные системы, так как у меня разные шаблоны, мне нужно было к файловым серверам подсоединять одни шаблоны, к другим серверам на базе Windows нужно было подсоединять другие шаблоны. То есть здесь немножко по критериям у меня не вышло. Но, возможно, если посмотреть сейчас, то, возможно, и можно это сделать. На тот момент, когда я делал, что-то у меня здесь не получилось. Далее, также здесь создается правило для SNMP. И при обнаружении и при выполнении критерий условий, которые мы задаем, мы можем данный узел, найденный на SNMP, прицепить к группе и прицепить к нему сразу шаблон на мониторинг. То есть узлы автоматически найдутся, прицепятся шаблоны, определятся в группу и будет выполняться проверка. Я же пока по SNMP так не пробовал. Когда будет возможность, попробую и это выложу в другом ролике. На данный момент по обзору созданию шаблонов на основе SNMP считаем завершенным.